на канале «Культурная столица». Вот уже второй год подряд в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге проходит День дельфинов. С 17 по 25 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге состоялась мультимедийная выставка «Хищник. Нежность» в рамках 7-го Санкт-Петербургского культурного форума. Дельфины и их старшие братья-киты – самые крупные млекопитающие и самые мощные хищники, конечно, за исключением усатых китов. В то же время они являются обладателями самого развитого на Земле мозга и самого большого сердца. Киты и дельфины – это древнейший носитель сознания и разума, любви и нежности. Они поразительно похожи на нас. Вдруг я увидел маленького дельфиненка. Это очень странно, потому что где-то должна быть мама. Они не говорят, они думают, а ты слышишь. Слышишь их речь, как будто у тебя в голове что-то звучит. И дельфин сказал: «Я люблю тебя», а я ему ответил: «Я тоже тебя люблю». И, в общем, мы висели где-то в этом пространстве. Потом, когда я поднялся, то есть я был принят в эту удивительную команду. То есть мне сказали, что я инициирован. Я помню, в детстве я очень хотел с ними пообщаться. Я понял даже заранее, что они гораздо мудрее нас. Они что-то знают, что мы не знаем, или забили, может быть. Декларация посольства дельфинов о правах китов и дельфинов – это хороший шаг. Очень много известные люди подписали о том, что их надо уважать. Они такие же ценные участники процесса на планете, как и мы, может, ценнее даже, потому что они не портят нашу планету, а делают только лучше. Свои хорошие вибрации, свои радости. На выставке были представлены 25 экранов с уникальными фото и видео свидетельствами о жизни свободных дельфинов и китов, сделанными Николь и Александром Гратовски, а также посольством дельфинов. Беспрецедентные материалы о культуре, способностях, занятиях дельфинов и китов в естественной среде, голоса дельфинов, песни китов и музыка, написанная и сыгранная музыкантами-участниками экспедиций. Нам кажется, очень важно рассказать о том, что вроде бы совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки от нас, но о чем, как это ни странно, знает до сих пор очень небольшое число людей всерьез. Потому что на протяжении веков и тысячелетий человечество озабочено поисками братьев по разуму. Для этого тратятся немыслимые бюджеты, технические силы. Все телескопы мира прощупывают, бороздят космическое пространство, и все это не дает результатов. Но самое главное, что даже если бы вдруг дали, непонятно, что с этим делать. Потому что эти братья по разуму, вероятнее всего, будут организованы совсем не так, потому что будут жить на другой планете. И главное, что общаться с ними будет практически невозможно, потому что мы разделены колоссальным временем, пространством, культурными различиями, средой и так далее. Вот. И в то же время мы совершенно убеждены в том, что на расстоянии вытянутой руки от нас живут ближайшие наши братья по разуму, старшие носители развитого сознания, культуры, языка, наши сопланетяне, а не инопланетяне, которые старше нас, гораздо больше, чем мы, населяют эту планету, в том числе и в смысле пространства, потому что на самом-то деле мы с вами живем на маленьких островках суши посреди окруженными их домом. Они населяют океаны и моря. С приветственным словом на открытии выставки выступил председатель Комитета по культуре Константин Эдуардович Сухенко. В первый день мероприятие посетило более 2500 человек. В настоящий момент декларацию о свободе дельфинов и китов подписало 15 000 человек.